Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря. Давайте узнаем у карт, каковы будут подсказки. У нас сегодня колода 78 дверей. Принципиальное значение: открыты перед нами двери или закрыты, какой ключ подобрать. Это метафорические карты, они больше событийный ряд отражают. Я надеюсь, какие-то подсказки для вас будут. Хотя, конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Я благодарна вам, мои дорогие весы, за отклики, за комментарии, что вы смотрите мои видео. Это мое вдохновение. И если в целом об этой неделе 4 числа Венера входит в знак Скорпиона, Венера в Скорпионе, страстная любовь, у кого-то так и проиграется новая алхимия любви. У кого-то из вас могут проиграться финансовые вопросы, как будто удачное время договориться, обсудить что-то. Или, знаете как, лед тронулся, может быть, прежде вы занимались долгое время решением каких-либо вопросов, так или иначе увязанных с финансовой какой-то составляющей, и у вас не получалось. А вот в последний момент, вот в последнее время, может быть, уже на этой неделе даже, когда вы смотрите видео заранее, допустим, вы чувствуете, что ну вот что-то тронулось, и мне сейчас нужно словно ухватить этот момент. И правда, придется где-то ловить птицу удачи за хвост, вполне вероятно, и вы будете больше уделять времени своим достижениям, своим амбициям или конкретные способы заработка. Ну, давайте мы узнаем, что тут будут карты для вашего знака зодиака на неделю. И первая карта, что важно знать, или что будет в приоритете, может быть, что ваше настроение на неделю. Чего не избежать или неожиданности, с которыми вы можете столкнуться, чему сейчас не время, или что может помешать, а что будет помогать, что скрыто, достанем такую карту. По основным сферам жизни что-то тут съезжает. Девятка мечей. Ну вот, наверное, да, красноречиво карта говорит. Мы не должны бесконечно ждать или надеяться на его величество случай. Хотя и не про это, и не про то, наверное, мною озвученное. Больше карта говорит о том, что вы сами как будто не хотите. Дверца, точнее, этой клетки такой визуализированной, она открыта, но человек просто занимает позицию, когда я наблюдаю. Конечно, в нашей жизни бывают такие ситуации, когда лучше не торопиться. Но все же у нас девятка мечей, карта сомнений и страхов. Помните, что сомнения, как и страх, искажают реальность. Мы видим на фоне своей глубокой философии обстоятельства нашей жизни совсем не так, как они могут разворачиваться в реальности. Поэтому где-то не выпадать из реальности или до бесконечности не растягивать какой-то период ожидания. Может быть, это вам нужно проявить инициативу, а может быть и принять какое-то решение. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим. Денежную энергию. И что в личной жизни. Итак, что же важно знать для вас? Ну, куда-то биться точно смысла нет. По рыцарю мечей мы можем как столкнуться с людьми, которые есть в другой колоде, но очень фраза, она такая емкая. Борец без причины. Вот правда, бывают в нашей жизни такие персонажи, которые настаивают на своем, или у которых сложный характер, с которыми невозможно достичь какого-то компромисса, взаимопонимания, и нам тогда говорят: оставь ты его или ее, у каждого по-своему. Иногда, увы, проигрываются даже наши дети по этой карте, но знаете, такие уже подростки или даже взрослые дети, когда тоже нет взаимопонимания. Так или иначе, и будь то это люди чужие, наше окружение, или ближайший какой-то даже круг, или это наши родные где-то, нам говорят одно: не включайся в какое-то дело, потому что если мы вот в целом про эту колоду, открыты или закрыты двери, вот у нас врата. И могучий кентавр, показано, я надеюсь, это видно из последних сил, напряжением пытается пробить эти врата. А карта нам говорит: остановись и подумай, ведь не факт, когда откроются эти двери, что увиденное тобою тебя порадует. И, может быть, ты вполне скажешь: а надо ли было мне этим заниматься, или так действовать, или куда-то торопиться,
И карта сама говорит, правда, отступи полшага назад и наблюдай. Больше позиция стороннего наблюдателя, нежели наша активность. Если мы говорим, первая позиция, что важно знать? Может быть, анализировать, может быть, придется искать информацию. По этой карте, как будто вообще перед тем, как что-либо совершить, нужно найти информацию. И в этом плане она проигрывается со знаком плюс. Мы словно раскопаем или найдем недостающее звено в тех событиях или в каких-то новостях, которые к нам могут приходить. К нам могут приходить и фейки тоже. Может быть, сложится так обстоятельства этой недели, когда придется куда-то отправиться или к вам кто-либо приедет. И тоже могут люди настаивать или человек, призывая вас к чему-то, склоняя вас к чему-то. Поэтому, вы люди, которые умеете удерживать как раз баланс. И если игра не стоит свеч, значит, надо как-то красиво ретироваться. По-английски, может быть, выйти из какого-то создавшегося положения. Давайте неизбежные обстоятельства. Вот интересно как. И нам выпадает двойка жезлов. Посмотрите, дополняет где-то эту карту. В неожиданностях, правда, с какой-то новостью можем столкнуться. И вот не знаем, как поступить. И опять же нам про наблюдение. Девушка словно телепортируется через двери, сквозь двери. И эта карта больше дуальности. Или когда нам приходится и вашим, и нашим. Или, пытаться одновременно усидеть на двух стульях. С чем-то мы еще не можем определиться. Может быть, это будет предложение, а ваши сомнения, а надо ли мне это осуществлять? Нужно ли мне куда-то ехать? Нужно ли мне вообще принимать участие или заниматься этим вопросом? Вы словно, правда, будете взвешивать что-то, анализировать, может быть, искать недостающие звенья информации для того, чтобы определиться по тому или иному вопросу. Я не могу сказать двойка жезлов, что это какая-то неожиданность глобальная. Нет, карта мелкая достаточно. И здесь просто наша развилка словно, когда нужно принять решение, но мы сомневаемся. Давайте, чему сейчас не время. И тем не менее не время как будто ожидать. Может быть, имеется в виду просто вот пустое какое-то ожидание. Или нам показан русал. Вообще прекрасная карта король кубков. У кого-то из вас это могут проиграться вопросы личной жизни, потому что кубковые карты придворные говорят о наших ближайших партнерах, друзьях, подругах. Может быть, вы вместе и не живете еще пока. Но, может быть, есть какой-то вопрос встречи совместной. И что-то вот вам тут либо вы засомневаетесь, или что-то вам не понравится, что-то вот идет не так, или оно идет каким-то своим чередом, а вам бы хотелось вот определенным образом. Будьте мудры, правда. Не время ожидать или не время от чего-то отказываться, какую-то свою политику или свою какую-то стратегию, тактику вам все же нужно разработать. И вот как этот русал, двери-то у нас открыты, обратите внимание. Нет каких-то преград. Изначально как бы вот есть, значит, те вопросы, которые, лучше в них не участвовать. Но есть и то, как будто мы просочимся или узнаем то, что нам нужно. И в каком-то деле, определенно, как минимум в личной жизни, нет смысла выжидать что-то от вашей, может быть, инициативы. И вот этот период Венеры, кстати, с 4 числа в Скорпионе, великолепное время совершить глубокие разговоры. Они будут способствовать в целом большей определенности. Это не значит, что мы кому-то что-то доказываем или настаиваем. Нет, тут больше как наблюдение за собеседником. Мы хотим знать правду, понимаете? Эти разговоры помогут нам обрести искренность в отношениях, отчетливо понимать, что же есть на самом деле, больше открытию откровенности какой-то, да, вот во взаимоотношениях. Это все будет способствовать, потому что Скорпион это, с одной стороны, страстный знак, с другой стороны, Плутоном управляется. То, что всегда скрыто, непонятно. Венера, которая входит в этот знак, сглаживает какие-то негативные эмоции и как раз договориться, проговорить что-то, а не додумывать самому, будет очень важно. И до бесконечности не выжидать. Все-таки я думаю так. Хотя напрямую чему сейчас не время? Да нет ничего такого, чтобы вам могло помешать, мои дорогие. Правда? Что будет помогать? Еще раз нам про любовь.
про личную жизнь. Карта влюбленная, это правда выбор где-то, который нужно сделать, поехать, не поехать. С кем, может быть. У нас тут на этой карте трое изображены, и мы можем быть любым из этих персонажей. Как будто шел молодой человек со своей спутницей, и внезапно встретили они цыганку. И вот уже цыганка что-то говорит молодому человеку, и тот уже нам показан на карте, он весь вот в этой беседе, а как будто забыв о своей прекрасной девушке, он углубляется или пытается, может быть, продумать, а что еще более лучшего ждет его в жизни. Он захвачен полностью вот этим гаданием. Ну и девушка тоже молодец, она никому не мешает, она наблюдает, она отступила полшага назад и как будто делает выводы. Вы можете быть как и цыганка, ну так образно, аллегорически говоря, когда, может быть, вам придется, ну, выходить из какой-то ситуации, не сказать кому-то нет и не сказать кому-то да. Вот так, сбалансировать. Или вот как усидеть между двух стульев, правда, когда перепрыгивать приходится, словно и вашим, и нашим. Вы можете быть в позиции этого молодого человека, которому, ну, заговорили зубы, да, есть такое выражение в русском языке. Ну, значит, будьте реалистом. Как будто не время до бесконечности выжидать или строить какие-то иллюзии. Но вы можете быть и вот как эта девушка, спутница молодого человека, которая анализирует и принимает важные решения. Шестой, старший аркан влюбленные, как раз и говорит о выборе. Словно развилка судьбы жизненная, но все же карта эта добрая. О благополучии, о приятном общении, о взаимодействии с нашими близкими и о том, что какие-то отношения в вашей жизни, они вам словно помогают, мои дорогие. Весы, и если вы сейчас один или одна, вы точно не должны быть один или одна, и нужно продумать стратегию и тактику, как вот эту ситуацию изменить в корне. Правда, это все то, что вам помогает. Не помогает вам одиночество, это факт. Что скрыто? Но тут вы сами скорее можете что-то скрывать. Видимо, одевая как будто маску, нам показан человек, который словно хочет, чтобы его видели, что он здесь был или проходил. Он изображен в виде слепого, но если мы повнимательнее посмотрим на эту карту, он хорошо сложен, и он не похож на человека, который страдает этим недугом. Если эту трость откинуть, просто человек в темных очках прогуливается, вот как будто так. Нам указана дверь закрыта, но обратите внимание, человек даже не пытается свою трость направить в сторону двери. Он знает, что она закрыта, и он не собирается ее открывать. Вот и вы можете раздумывать, стоит ли мне чем-то заниматься, стоит ли мне в чем-то участвовать, может быть, в отношениях, продолжать. И будете где-то по ситуации менять маски, правда, мои дорогие. Четверка мечей нам вообще говорит, если мы отвлечемся немножко от колоды 78 дверей, о вынужденной паузе, может быть, у кого-то такое проиграется. Вынужденная пауза, все же четверка мечей, да, нам говорят, мы складываем оружие и приводим мысли в порядок. У кого-то из-за усталости, любая усталость, с одной стороны, уставшие люди делают ошибки, помните об этом. Значит, отдых, как будто карта рекомендует. Иначе мы где-то из-за, может быть, сомнений собственных искажается у нас фон реальности. Поэтому для вас это будет точно важно. Может быть, если мы говорим об усталости, знаете, падает иммунитет, и иногда четверка мечей проигрывается как недомогание, которое вследствие этого чрезмерной усталости и падения иммунитета нас может уложить в постель. Будьте внимательны, период-то ведь у нас таков, что эпидемиологически он более склонен к простудным заболеваниям, вирусным заболеваниям. Поэтому я бы сказала, как и душе, так и телу уделить внимание вам самим. Да, может быть, есть смысл куда-то не торопиться, но и до бесконечности как будто ждать тоже. Вот какая-то такая ситуация, вот как по аркану влюбленный, или буквально по вашему знаку весы, баланс какой-то должен быть. И определиться, в чем же за, а в чем против, кому я отдаю предпочтение или чему, а чему я говорю нет.
Вы словно на выборе на этой неделе. Дела, работа, бизнес. Ну, тут вообще шикарно. Тут у вас все как раз со знаком плюс. Если мы говорим про двери, нет дверей. Но туз пентаклей нам показана довольная женщина, которая держит в руках все ключи. И я могу сказать продуктивная неделя, потому что ключи в ваших руках. И вы будете думать, ну, стоит открывать ту или иную дверь или нет. На будущее, может быть, планировать, чем я буду заниматься или каким образом зарабатывать деньги. Все-таки туз пентаклей – это больше возможностей. По этой карте мы можем получить какие-то важные известия, согласовать документы, подписать нужные контракты, можем что-то оформить в банках все-таки, да. Вообще сами по себе карты перед вами открывают какие-то возможности, и определенно чего-то вы не должны упустить. Вот интересно, мои дорогие весы, по рыцарю мечей вот есть как минимум одно дело, и не стоит пробивать из последних сил вот эти врата. Но есть и то, что нельзя упустить. И, видимо, чему-то есть определенно, ну, знаете, как и время, и место, а выжидать до бесконечности вы словно не можете или можете упустить какой-то момент. Вот обдумайте. Правда, выбор. Вот вам двойка жезлов. Туз пентаклей говорит об удачной неделе в целом, как и на дела, ну и понятно, на финансы. Давайте финансы мы посмотрим. Опять двойка. Если я говорила компромисс и ваш знак, весы, баланс, нам опять про баланс. И у нас синхронное плавание на этой карте. И если вы обратите внимание, как будто сквозь воду, вот они, эти двери. Они откроются, эти двери, от синхронных движений ныряльщиков. И опять же, где-то с учетом карты влюбленной, все то, что я говорила, в зависимости от того, хотите вы, чтобы эти были двери открыты, вы будете действовать, с кем-то договариваться, и у вас получится. Или если вы, ну, где-то сомневаетесь, то тогда какой-то десинхронизацией или вашим неучастием эта дверь не будет открыта. Вот основные, как будто вот эти две карты, все зависит от вашего желания. Повторюсь, в чем-то как будто мы или в каком-то деле не должны выжидать до бесконечности, потому что двери открыты, преград нет. А в чем-то придется и собрать информацию, может быть, отступив на время, полушага назад, с чем-то определиться. Или одеть вот эту маску. Разные задачи. Я бы сказала, может быть, в эту неделю, как много возможностей все-таки туз пентаклей по работе, по делам, по бизнесу, по деньгам. Но от ваших правильных решений, или точнее, от вашего выбора будет на кону стоять что-то очень важное на последующий период в плане прогресса. В плане заработка, может быть, и личной жизни тоже. Давайте посмотрим про личную жизнь. Еще одна двойка, нет, мои дорогие весы, кто один или одна, я могу точно сказать. Надо продумать, чтобы как-то завершить свое одиночество. Карта любви, по сути дела. Но двойка кубков в этой колоде нам изображены, обратите внимание, дети. Почему дети? Потому что именно в детстве у нас нет этой меркантильности. Или когда мы что-то начинаем подсчитывать, выгодно, невыгодно. И карта нам как раз говорит о том, что отдавай предпочтение искренним отношениям. Может быть, совершить какой-то важный разговор. Мои дорогие весы, не додумывать самому, может быть, и не одевать маски. Тут ведь мы по четверке мечей можем думать, что с нами так же поступают. И поэтому, чтобы сомнения не искажали реальность, лучше, внимательно наблюдая за собеседником, задать какие-то важные вопросы, правда? Совершить вот эти разговоры, на которые прежде у нас не хватило решимости, может быть, или душевных сил, или обстановка как-то не способствовала. Тут ведь у каждого как-то по-своему. Но двойка кубков нам говорит, словно врата открыты. Быть счастливым, мои дорогие. И здесь нам не совсем про страсть, а именно про искренность, про надежность, про взаимодействие, когда наш партнер, у вас есть такая возможность. Реально, мои дорогие весы, создать для самого себя, самой себя совершенно новое качество жизни. Когда партнер будет как союзник и соратник и помощник. Может быть такое. Для кого-то из вас
Кто знает эти последующие отношения, пусть это сейчас какая-то дружба, она может перерасти не только во что-то большее, но и в общее дело, которое в последующем где-то захватит как и вас, так и вашего партнера. Тут, в принципе, все построено на дуальности, на синхронности. Посмотрите, 3 двойки. И, безусловно, по двойке, как мы уже с вами говорили, есть выбор. Может быть, у кого-то из вас выбор как и по работе, как и по финансам, так и в личной жизни. Все же 3 карты нам выпало. Но у вас сейчас очень удачный период. И на повестке дня ваше счастье, ваше вдохновение, ваше удовольствие, я бы сказала, от жизни. Вот как раз по карте влюбленные это тоже проходит. Перекладывайте на себя, не упустите что-то, чтобы быть счастливым. Перекладывайте на себя. Буду благодарна вашим комментариям и откликам, мои дорогие весы. Я вас люблю, и вы будьте счастливы и любимы всегда.